22 июня 1941 они перешли границу. Ровно через 3 года, день в день, час в час, те, кто дошел до Москвы, будут бежать так быстро, что забудут даже свои знамена. За 68 дней Красная Армия сотрет с лица земли 30 немецких дивизий. 500 000 солдат просто перестанут существовать. Это будет самая большая катастрофа в истории немецкой армии. И сделают это не генералы и не танковые армады, а 18-летние пацаны и девчонки, которых ты сейчас увидишь такими, какими они были в тот самый день. С письмами матерям в нагрудном кармане, с одним патроном в стволе и с такой яростью в глазах, что даже смерть отворачивалась. Прямо сейчас их настоящие истории, без прикрас, без цензуры. А пока Гитлер ставит свою подпись под очередным «стоять насмерть», в топких болотах под Рогачевым сидит лейтенант Александр Филипенко, 18 лет и 3 месяца. Еще вчера был десятиклассником из Гомеля, мечтал о мореходке, писал стихи девчонке из параллельного класса. Сегодня командир взвода, 9 человек и 1 Максим без воды в кожухе. Немцы идут цепью, метров 200, как на параде. Кричат «Хенде хох», думают «все, конец». У наших патронов по 5 на брата, гранат нет совсем. Саша достает из нагрудного кармана мятый треугольник письма, единственную фотографию матери. Целует ее в глаза, кладет под тяжелый серый камень и шепчет: «Прости, мам, не успеваю домой». Потом встает во весь рост, худой как былинка, и орет так, что даже птицы замолкают: «За родину, суки!» 9 штыков и 1 перегретый Максим против батальона. 20 минут огня, криков и мата. Потом тишина, только дым и запах паленого мяса. Когда наши подошли, нашли только 1 русский труп. Саша лежал грудью на пулемете, лицо разбито прикладом, в правой руке оторванная немецкая каска, в левой зажатый кусок мателиного платка. Вокруг 47 немецких тел. Батальон остановлен. Ни ордена, ни могилы. Только строчка в журнале боевых действий 65-й армии. Взвод лейтенанта Филипенко задержал противника на 4 часа 20 минут. Этих 4 часов и 20 минут хватило, чтобы подтянуть дивизион «Катюш». А потом болото озарилось таким огнем, что даже мертвые, говорят, вздрогнули. Так и воевали. По 18 лет, по 20 минут, по полной жизни, за 1 раз. Если у тебя тоже есть такая строчка в семейной памяти, не молчи, подпишись прямо сейчас и напиши в комментариях имя деда или просто «благодарю». Пусть список живых имен растет быстрее, чем забвение. Лето 44-го. Немцы еще верят в чудо оружия и тысячелетний рейх. Группа армий «Центр» висит огромным мешком над Белоруссией, 600 километров в глубину. Гитлер лично подписал приказ: Витебск, Орша, Могилев, Бобруйск. Неприступные крепости. Стоять насмерть. С этих участков снимают дивизии одну за другой на юг, в Нормандию, в Италию. Немецкая разведка докладывает фюреру: русские выдохлись, лето будет тихим. Они
даже не подозревают, что прямо сейчас за их спиной затягивается петля размером с целую Европу. А в это время в сыром еловом лесу под Оршей, где даже комары летят тихо, чтобы не разбудить смерть, сидит старшина Петро Ковальчук. 32 года, руки как ковши трактора «Универсал», которым он когда-то пахал под Киевом. В 41-м он вернулся из поля и увидел: хата горит, мать в погребе задохнулась, а отец качается на старой яблони, которую сам сажал в 33-м. Немецкий офицер еще пошутил: хороший урожай будет в этом году. Петро тогда вырезал ножом кусок веревки с шеи отца, завернул в него фотографию, ту самую, где они вдвоем на тракторе улыбаются, будто завтра не будет войны. С тех пор этот кусок веревки и фотография всегда с ним, в нагрудном кармане, прямо у сердца. Сейчас он сидит на поваленном стволе, чистит трофейный шмайсер, который отобрал у мертвого эсэсовца еще под Курском. Рядом 18-летний боец Витька из Тамбова. Глаза большие, как у теленка, которого впервые ведут на убой. Петро сворачивает козью ножку, чиркает спичкой о сапог, затягивается так, что щеки вваливаются, и выдыхает дым в холодный июньский вечер. Молчит долго. Потом кладет тяжелую ладонь пацану на плечо и говорит тихо, почти шепотом, но так, что в груди все переворачивается. Запомни, сынок, когда завтра пойдем в атаку, не кричи за Родину и за Сталина. Это все слова большие, а горло у тебя маленькое. Кричи проще. Кричи за отца. У каждого из нас он был. И у меня висел на яблоне. И у тебя, может, где-то сейчас висит. Так вот, кричи за отца. Громче получится. И точнее. Пацан смотрит на него, глотает ком, кивает. Петро прячет фотографию обратно под гимнастерку, прямо к сердцу, рядом с куском веревки. Тушит бычок о прикладь шмайсера и встает. Пойдем, сынок. Пора яблони отвоевывать обратно. Ставка готовит удар, от которого Германия уже не оправится. 4 фронта, 2 миллиона 100 тысяч человек, 6 тысяч танков, 7 тысяч самолетов. Но главное — тишина. Никогда еще в истории войн не проводилась маскировка такого масштаба. На юге строят фанерные танки, включают ложные радиостанции, гоняют пустые поезда. Немцы верят каждому слову и держат все резервы под Львовом. В белорусских лесах и болотах уже стоят настоящие армии и молчат.
В июне 44-го болота под Паричами пахнут гнилью, кровью и йодом. 300 тяжело раненых лежат в камышах, на носилках из плащ-палаток под москитными сетками, пропитанными потом и сукровицей. Тишина такая, что слышно, как умирает человек в 20 метрах. Хрипит, цепляется пальцами за траву и затихает. Санинструктор Маруся Косач, 19 лет. Глаза цвета мокрой глины, коса обрезана ножом еще в 41-м, когда пряталась от облавы. На груди планшет с красным крестом, в кармане трофейный Вальтер, 8 патронов. Один из них уже в стволе. Она ходит между рядами на корточках, как кошка, и каждому шепчет одно и то же. «Молчи, родной, еще немного потерпи, я рядом». Вдруг над головой низко, так что деревья качаются, проходит рама. Фокке-Мульф-разведчик. Мотор ревет, как пьяный зверь. Кружит, ищет. Внизу кто-то начинает стонать. Громко, надрывно. Сначала один, потом второй, третий. Стон переходит в крик. Маруся замирает. Потом встает во весь рост, тоненькая, как былинка, и идет прямо к тому, кто кричит громче всех. Лейтенант без ног, лицо белое, как мел. Приставляет Вальтер к виску и говорит так тихо, что слышно только ему и Богу. «Прости меня, братик, но если ты сейчас крикнешь, нас всех сожгут живьем, и мамку твою в деревне тоже, потому что я не успею всех вытащить. Лучше я сама, чем они». Палец на спуске дрожит. Лейтенант смотрит ей в глаза, видит слезы, которые она не дает упасть, и замолкает. За ним замолкают остальные. 300 человек вдруг становятся тише мертвых. Самолет делает еще круг, еще один и уходит на запад. Маруся опускает пистолет, садится прямо в грязь рядом с лейтенантом, кладет его голову себе на колени и гладит по мокрым волосам. Шепчет: «Живой, живой, живой». Потом всю жизнь она работала детским врачом в Могилеве. Спасла тысячи. Ни одному человеку, даже мужу, даже дочери не рассказала про тот день и про Вальтер с 8 патронами. Только в 98-м, когда хоронили ее, в кармане старого халата нашли маленький ржавый пистолет и один единственный патрон в стволе. Так и ушла с ним, чтобы ни один из тех 300 больше никогда не кричал. 19 июня 1944 года. Ночь такая темная, что даже волки дорогу потеряли. По всему Полесью, по всем дорогам, по всем мостам 200 тысяч человек выходят из болот, как призраки. А в центре этой тьмы отряд дядя Коля. 280 душ, старики, бабы, пацаны, которым еще бриться рано. Командир Николай Петрович Королев, бывший учитель математики из деревни Парича. 55 лет, хромает на левую ногу еще с гражданской, очки в железной оправе, в руках старая трость и трофейный МП-40 на веревочке через плечо. Перед выходом собирает всех у костерка, где вместо огня только тлеющие угли, чтобы свет не выдал. Раздает самокрутки, махорка с березовым листом, последняя. Курит сам, кашляет, потом говорит тихо,
но так, что слышно даже в последнем ряду. «Дети, сегодня мы сделаем так, чтобы ни один немецкий поезд не дошел до фронта. 40 тысяч взрывов за одну ночь — это вам не мел. Это последняя теорема, которую я успею доказать. Кто останется жив, пусть придет в школу и расскажет моим ученикам, что мы не просто лесные бандиты были. Мы были учителя, только вместо доски — рельсы, вместо мела — тол». Все молчат. Потом встают и идут. Каждый несет 8 килограммов тола и 2 хатапки. К утру по всей Белоруссии 40 тысяч разрывов. Поезда летят под откос, как пьяные. Рельсы крутят в узлы, будто это проволока. А на участке Минск-Орша на 312-м километре утром находят Королева. Сидит спиной к насыпи, левая нога оторвана по колено, кровь уже черная. В правой руке МП-40 с пустым магазином, в левой обгоревшая указка, которой он всю жизнь писал на доске. На губах улыбка, будто решил, наконец, самую сложную задачу. Рядом лежит его записная книжка. Последняя страница. 40 187 взрывов. Ошибся на 187. Но поезда все равно не пройдут. Передайте детям. Теорема доказана. Умер через час, не приходя в сознание. Похоронили прямо там, под рельсами. Памятник поставили только в 1985-м. А на памятнике написали просто «Учитель». И все. Потому что больше и не надо. Ночь с 19 на 20 июня. 200 тысяч партизан одновременно выходят на железные дороги. За одну ночь 40 тысяч взрывов. Немецкие эшелоны встают навсегда. Тысячи рельсов скручены в узлы. Это был сигнал. Началось. 23 июня, 4:10 утра. Артподготовка такой силы, что в Берлине дрожат стекла. Лето 43-го. Поселок Оболь. Витебская область. Зина Портнова. 17 лет. Глаза серые, как пепел. Волосы русые, коса до пояса. Работает в немецкой столовой. Моет посуду, улыбается, подсыпает крысиный яд в суп эсэсовцам. 22 офицера умерли в муках за одну неделю. Немцы поняли. Схватили. 3 дня подвала. Били резиновыми дубинками, вырывали ногти, жгли папиросами грудь. Зина молчала. Даже имени своего не сказала. Только смотрела в потолок и шептала про себя. «Мамка, Ленька, я скоро». На 4-й день привели к следователю. Тот молодой, аккуратный, в чистой форме, пахнет одеколоном. Ставит перед ней стакан воды и говорит по-русски с акцентом. «Девочка, скажи, кто еще травил? Скажешь, отпущу домой. Ты же ребенок еще». Зима поднимает глаза. Впервые за 3 дня. Голос хриплый, но твердый. «Дайте воды. Пить хочу». Приносит стакан. Она берет его обеими руками. Пальцы сломаны, дрожат. Следователь наклоняется ближе, улыбается. Зина резко выплескивает воду ему в лицо, левой рукой хватает его вальтер из кобуры, правая уже на спуске. Первый выстрел
в висок следователю, второй в горло охраннику, третий второму охраннику в живот. Четвертый охранник бросается на нее, она бьет его каблуком в глаз, потом еще раз, пока не хрустит кость. Дверь, коридор, двор. Там уже поднимают тревогу. 10 автоматов на нее одну. Зина останавливается посреди двора, поднимает пистолет к виску. Последняя пуля, последнее слово. Еле слышно. За Леньку. Выстрел. Ей было 17 лет и 3 месяца. Герой Советского Союза, первая в истории посмертно для несовершеннолетней. В Оболе до сих пор стоит памятник. Девчонка с косой, в руке пистолет, смотрит прямо в небо, а под памятником цветы никогда не вянут, даже зимой, потому что она не дала им завянуть. 23 июня 1944 года. Витебск. Древний монастырь на холме. Толстые каменные стены. Немцы превратили его в крепость. Пулеметы в окнах, минометы на колокольне. 3 атаки уже отбили. Наши лежат рядами перед стеной, как снопы. Комбат вызывает старшего сержанта Хаджи Мурата Джиорабекова. 22 года. Аул-Гоор, Дагестан. Рост под 2 метра. Глаза черные, как горные ночи. На груди медаль за отвагу и маленький коранический амулет на шнурке. Комбат говорит: «Хаджи, надо брать. Любой ценой». Хаджи кивает, молчит. Снимает папаху, аккуратно сворачивает, кладет в карман гимнастерки. Берет 2 полных диска ППШ, за пояс 6 лимонок, через плечо мешок с РГД-33. Поворачивается к бойцам, улыбается тихо. «Не ходите за мной, я сам». И пошел, один, по открытому полю, под солнцем, будто на праздник. Сначала немцы даже не поняли. Потом открыли ураганный огонь. Пули свистят, земля вздымается фонтанами. Хаджи идет спокойно, шаг в шаг, не пригибается. Граната, первая в окно, вторая в дверь, третью на колокольню. Потом ППШ в руки и внутрь. 18 минут. 18 минут криков, взрывов, дыма и крови. Когда наши наконец подбежали, монастырь был наш. 78 немецких трупов. И один живой Хаджи стоит посреди двора. Весь в копоти и чужой крови, но ни одной царапины. Достал из кармана папаху, надел, поправил. Спросили: «Хаджи, как ты живой?» Он посмотрел на небо, потом на них и ответил тихо: «Аллах отвел, а я просто шел вперед». Потом пошел дальше, до самого Кёнигсберга. Там в апреле 45-го он взял последний штурм. Последнюю пулю поймал грудью, закрыв собой командира. Папаху снял, положил рядом, улыбнулся: «Передайте отцу, я дошел». Звезду героя вручили посмертно. В ауле Гоор до сих пор рассказывают: когда Хаджи Мурат шел в бой без папахи, даже смерть отворачивалась и пряталась за камни. А когда он на нее надевал обратно, значит все, работа сделана, можно идти домой. Но домой он вернулся только в цинке. Зато вернулся героем. Под Витебском 5 немецких дивизий оказываются в кольце уже на 2-й день. Гитлер орет в трубку: «Ни шагу назад!» Через 48 часов Витебск взят. 28 тысяч пленных. 37-летний Иван Черняховский
просто стирает с карты целую немецкую армию. Бобруйский котел. Конец июня 44-го. По единственной дороге, которую потом назовут «дорогой смерти», ползет колонна 9-й немецкой армии. Жара, пыль, вонь горелой резины и мяса. В одном из грузовиков «Опель Блиц» сидит фельдфебель Ганс Кляйн, 36 лет, ветеран Сталинграда, Железный крест, 3 ранения. В кузове под брезентом бережет последний ящик настоящего французского коньяка «Мартель», который тащил еще от самой Волги. Думал, доживу до победы, открою с сыновьями. И тут небо чернеет. Илы идут волнами, 3000 вылетов за сутки. Земля встает на дыбы. Ганс успевает только выскочить и упасть в канаву, когда грузовик разрывает прямым попаданием. Ящик летит в воздух, бутылки лопаются, коньяк смешивается с кровью и бензином. Сутки он лежит в той канаве под мертвыми лошадьми, слушает, как рядом умирают его солдаты, и шепчет: «Господи, пусть это уже конец». На вторые сутки приходят 2 русских. Обоим нет 20, лица черные от копоти, глаза старые. Один с ППШ, второй с трофейным люгером. Видят живого немца, поднимают. Гансер идет выстрела в затылок, а тот, что постарше, присаживается рядом, достает из-под разбитого ящика одну уцелевшую бутылку, откупоривает зубами, протягивает. «Пей, фриц, ты до Ролги дошел, это надо уважить. Мы тоже там были, только с другой стороны». Ганс берет бутылку дрожащими руками, делает глоток, коньяк сжет горло, слезы текут сами. Он смотрит на этих пацанов и спрашивает по-русски, который выучил еще в плену под Сталинградом: «Вы вообще люди?» Молодой русский ухмыляется, затягивается самокруткой и отвечает: «А ты проверь». Потом его ведут в тыл. Ганс Кляйн доживет до 1998 года в Саратове, будет работать трактористом в совхозе, вырастет 3 русских внуков. И каждое 9 мая будет доставать из серванта ту самую пустую бутылку «Мартель», ставить на стол, наливать рюмку водки и молчать до полуночи. Говорят, перед смертью он попросил, чтобы эту бутылку положили с ним в гроб. Так и сделали. Чтобы там, где он теперь, мог наконец-то допить за победу, хоть и не свою. Все генералы в Ставке в шоке от плана Рокоссовского. Наступать через Полесские болота — это невозможно. Рокоссовский спокойно. Дайте 2 дня, я покажу. 2 удара по местам, где немцы даже окопов не вырыли. Бобруйск окружен за 3 суток. 50 000 немцев бегут по единственной дороге. Наши штурмовики делают 3000 вылетов за день. Дорога превращается в кладбище техники длиной 25 километров. Конец июня 44-го. Полесские болота под Бобруйском. Жара, гнус, вонь солярки и тухлой воды. Т-34-85 младшего лейтенанта Дмитрия Федоровича Лавриненко вязнет по самую башню в черной жиже. Двигатель ревет, гусеницы крутятся в холостую, только пузыри. А вокруг уже немцы. 3 пантеры выходят на дистанцию прямого выстрела. Пехота рассыпается цепью. Радист кричит в эфир: «Васильки-22, мы сели! Отходим!» В ответ только треск и тишина. Лавриненко открывает люк, вылезает по пояс на броню. 26 лет, глаза синие, улыбка, как у мальчишки, который только что выиграл спор. На счету уже 52 сожженных немецких танка. Лучший танковый ас Красной Армии. И вот конец. Он достает из-за пазухи бутылку КС, обмотанную тряпкой, чиркой спичкой о башню. Огонь весело бежит по фитилю. Поворачивается к экипажу, механик, наводчик и заряжающий уже высунулись из лютов и кричит так, что даже немцы замирают. «Ну что, братцы, гореть так с музыкой! Горим красиво!»
Механик-водитель, пацан 19 лет из-под Рязани, орет в ответ: «Дмитрий Федорович, вместе давай!» Лавриненко машет рукой: «Всем в воду! Живыми еще послужите!» Сам остается на башне. Поднимает горящую бутылку над головой, как факел, и смотрит прямо на ближайшую пантеру. Та дает выстрел, снаряд пролетает в метре. Второй уже не успевает. Лавриненко швыряет бутылку вниз в моторное отделение своего танка. Огненный столб вздымается до неба. Взрывом рвет боекомплект. 3 немецкие пантеры рядом получают осколками, загораются одна за другой. Когда дым рассеивается, на месте Т-34 только черная воронка и кусок башни с номером 212. Экипаж выжил. Немцы потом найдут только обгоревший комсомольский билет и кусок кожи с татуировкой «ДМ плюс НА». Это он набил в 41-м, чтобы не забыть невесту Надю. Героя Советского Союза дали посмертно только в 1990-м. 45 лет ждали. А в деревне под Москвой до сих пор старая мать каждое 9 мая ставит на стол рюмку водки и говорит: «За Дмитрия». Он красиво горел, как и обещал. И никто не спорит, потому что красивее не было. 25 километров смерти под Бобруйском. Июнь, пекло. В воздухе висит запах горелой резины и сладковатый запах крови. По обочине, между разбитыми машинами и трупами лошадей, бегает мальчишка в гимнастерке на 2 размера больше. Коля Сиротинин, 16 лет, доброволец из Орла. На груди сумка с бинтами и красным крестом, нарисованным йодом. Ростом чуть выше винтовки. Он уже 3-й день таскает раненых. Кого на плащ-палатке, кого за плечи, кого просто волоком. Руки до локтей в крови, глаза красные, но не плачет. Только шепчет каждому: «Держись, дядя! Сейчас! Сейчас!» В одном месте видит. Лежит немецкий майор. Живот разворочен. Кровь хлещет фонтаном. Рядом никого. Наши прошли мимо. Коля останавливается. Майор смотрит на него мутными глазами и вдруг тянет руку к карману. Достает кожаное портмоне, открывает дрожащими пальцами. Там фотография. Молодая женщина и 2 детей. Улыбаются на фоне рождественской елки. Протягивает Коле и шепчет по-немецки: «Битте! Киндер!» Коля берет фотографию, аккуратно кладет себе за пазуху рядом с сердцем. Потом рвет индивидуальный пакет, прижимает к ране майора, затягивает ремнем. Тот уже не дышит. Коля закрывает ему глаза ладонью и идет дальше. За следующим. Через 3 дня, когда дорога наконец затихает, Колю находят у разбитого штука. Снайперская пуля в висок. Маленький, худой, лежит на спине, руки раскинуты. В нагрудном кармане 3 вещи. Комсомольский билет, письмо от матери, которое он так и не успел прочитать, и та самая немецкая фотография, уже вся в крови, но лица детей все еще улыбаются. Ее потом отправят по Красному Кресту в Германию. Дошла. Женщина получит ее в 46-м и до конца жизни будет ставить на стол 9 мая 1 лишнюю рюмку. Без слов. А Коле Сиротинину так и не дали ничего. Ни ордена, ни звания. Только в 2004-м в Орле поставили скромный памятник. Мальчик с санитарной сумкой смотрит на дорогу. И надпись: «Он вытаскивал всех, даже врагов, потому что для него их уже не было. Были только люди». «3 июля 1944 года.
Танки с двух фронтов входят в Минск одновременно, с востока и запада. Восточнее города в гигантском котле остаются 105 тысяч человек. Через неделю от них не останется ничего. Вальтер Модель, пожарный фюрера, прилетает на фронт и только разводит руками. Спасать уже нечего. Итог. 550 тысяч безвозвратных потерь вермахта за 2 месяца. 30 дивизий полностью уничтожены. Дыра в фронте 400 километров. Немецкий генерал Типельскирх напишет: «Это была катастрофа, размеры которой мы не могли даже вообразить». 17 июля 1944 года. Москва. Тверская. 57 тысяч пленных идут колонной под оркестр. Горожане стоят вдоль тротуаров молча. Ни криков, ни камней, только взгляды. В третьем ряду идет ефрейтор Отто Шмидт, 29 лет, зондеркоманда 7Б. Лицо серое, глаза пустые. В 41-м он лично стоял у рва в Малых Тростянцах под Минском. 37 еврейских детей из одного детдома. Сам считал, сам ставил к стенке. Последней была девочка лет 8, с косичками. Она до последнего держала за руку младшего брата и шептала ему: «Не бойся, мы сейчас домой пойдем». Отто тогда еще усмехнулся: «Домой так домой», и выстрелил. И вот сейчас он идет по Москве, и вдруг из толпы выходит старая белоруска, платок черный, лицо, как высохшая земля. Она подходит вплотную, смотрит ему в глаза и молча развязывает свой платок. Медленно кладет его Отто под ноги. Отто поднимает взгляд и узнает. Это мать той самой девочки с косичками. Он видел ее тогда на опознании. Она стояла на коленях и выла так, что у эсэсовцев волосы дыбом вставали. Секунда. 2. Тишина такая, что слышно, как оркестр где-то вдалеке фальшивит. Отто падает на колени прямо посреди Тверской, прямо на этот черный платок, и начинает выть, не по-человечески. Как раненый зверь, у которого вырвали кишки, руками рвет на себе ворот, бьется головой о мостовую, кричит только одно на ломаном русском: «Верните! Верните их!» Конвойные поднимают его под руки и уводят. Он еще долго воет, пока не исчезает за поворотом. Больше Отто Шмидта никто никогда не видел, ни в лагерях, ни в списках. Просто пропал. Одни, говорят, повесился в ту же ночь, другие сбежал и утопился в Москва-реке, третий умер от разрыва сердца прямо в колонне. А старая женщина до конца своих дней каждый год 17 июля приходила на то же место на Тверской, ставила букетик полевых цветов и молча стояла час, без слез. Она уже все выплакала там, у рва. И платок тот черный так и остался лежать на мостовой. Никто не решился поднять. Говорят, до первого снега он там и пролежал. А потом исчез. Как будто земля сама забрала. А через 10 месяцев над Рейхстагом поднимется красный флаг. Операция «Багратион» показала всему миру: кто нападает на нашу землю, тот отсюда не уйдет. Мы помним, мы победили.
Победа была в мае 45-го, а для некоторых война началась только потом. Осень 1952-го. Герой войны с 3 орденами славы стоит над вчерашним другом. В руке фронтовой нож, за спиной немой великан Трофим. Они не бандиты, они красные воры. Грабили только склады с ворованным зерном. Голодным возвращали. Предателям смерть. Как герой войны стал кровавым мстителем народа, реальная история красных воров. Смотри прямо сейчас. Жми, пока не удалили.